Друзья, вы решили сыграть зону 6. Напоминаю, колесо рулетки я разделил на 8 зон. Посмотрите фото. Итак, 8 зон. 0, 10, 6, 9, 1, 21, 11, 28. Итак, давайте попробуем, как можно обыграть эту зону. Конечно, идеально поставить один сосед по треку. Для большей ясности буду дублировать и ставку на колесе. Ключевой номер в зоне 6 не номер 6, а номер 34. Запомните, пожалуйста. Итак, вы поставили в зоне 6, сосед 34, шарик остановился в номере 17, 34, 6, Арпаланец. Замечательно. Но как часто так бывает? А если шарик возьмет и перекатится, допустим, в номер 2? Да, если вы сыграли соседа на 25, ну, понятно, может быть, не так печально будет. А если это будет 500 сосед или 1000, это уже будет ощутимо. Поэтому я предлагаю вам присмотреться к ставке. Назвал эту ставку точечная ставка. Точечная ставка – это два соседа. Вы удваиваете номер 34, закрываете 9 номеров и уже номер 2, соседом 25, вы захватываете. Чем отличается или чем хороша точечная ставка? Она не привязана к 8 зонам. То есть, если, допустим, вы решили, что будут черные номера, где-то в районе 6, именно шестерка, то двумя соседями вы можете поставить таким образом. Точечная ставка, и уже номер 6 у вас удваивается. А если вы хотите, чтобы все номера удваивались в точечной ставке, то это очень просто. Запомните сам принцип. Это внешняя сторона. Этих соседей вы подставляете вот таким образом. И уже все номера точечной ставки в зоне 6 у вас удваиваются. И если шарик остановился в этом диапазоне этих номеров, конечно, удвоение это замечательно. А в поле, если вы успеете, допустим, играете после броска, и у вас есть время, и вы понимаете, что можно усилить, есть два, скажем, примера или два принципа, как это сделать. Первый. Вы играете неделимыми номерами. Посмотрите фото. Итак, неделимые номера. Меня часто спрашивают, для чего неделимые номера, а вот для этого они нужны. Потому что неделимые номера при быстрой ставке вы никогда не пропустите в том диапазоне, где вы ставите. Итак, неделимые номера в зоне 6 ставим таким образом. 6, 17, 34. 2, 21, 25. И 13, 27, 36. Что я сделал? Я повторил ставку, точечную ставку в поле. Это вариант неделимыми номерами. Но бывает так, что суматоха, здесь такие столбы стоят, а вы хотите еще успеть после броска это все поставить, тогда как мы занимаемся на практических занятиях, чтобы понять, где там остановится шарик после броска, то, естественно, лучше еще научиться делать эту ставку 9 номеров одним движением. Выглядит это так.
И вы одним движением закрыли эти 9 номеров. Причем в зоне 6 это очень удобно. Посмотрите, прямоугольничек только наискосок, здесь уже прямоугольничек. И связующий номер 21. Запомните, приглядитесь, очень удобная, хорошая ставка. Кстати, она очень-очень хороша для повтора. То есть выбираете номер и удваиваете его двумя соседями. Хотите, чтобы там было удвоение, ставите с внешней стороны, и все номера удваиваются. Очень удобно, рекомендую. Но бывает так, что шарик взял и отскочил в номер 4, допустим. И ваша ставка точечная не сыграла. Поэтому я предлагаю вам присмотреться к следующей ставке. Эту ставку я назвал ставка 3 соседа. Вот посмотрите, ставка 3 соседа в зоне 6, 34, 4, 11. То есть, что я имею в виду, когда говорю, ставка 3 соседа привязана к 8 зонам. Вот видите, допустим, в зоне 0, 0, 21, 28, в зоне 10, 10, 36, 1. То есть, ставка 3 соседа, она привязана к 8 зонам. Только у каждого свои, соответственно, соседи. Точечная ставка, она не привязана. Вот это вы, как бы, я хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Ну и на колесе продублирую. Итак, ставка 3 соседа в зоне 6, это будет 34, 4, 11. Вы закрыли 15 номеров, это основной золотой, это бронза. Остановился шарик в этом диапазоне, замечательно, хороший выигрыш, 3 соседа, оптимальный вариант для игры по треку. Хотите усилить? Пожалуйста. Это серебро. Поставили еще где-то здесь, усилили, даже если шарик пойдет, допустим, в номере 8, все равно ваша ставка будет чуть-чуть, но в плюсе. Я думаю, я понятно объясняюсь. А в поле, если вы делаете ставку 3 соседа и хотите продублировать эту ставку в поле, то это надо делать только одним движением. Почему? Потому что когда много народу, и вы хотите, допустим, сыграть неделимыми номерами, вы можете просто не успеть. Поэтому это надо выучить. В зоне 6 это очень-очень легко. То есть 2 креста черные маленькие и 2 диагонали большие красные номера. То есть я сейчас продублировал ставку 3 соседа в поле. Вот обратите на это внимание, и дай бог, чтобы ваши ставки, как говорится, были всегда выбраны правильно. Вы выбрали именно в тот момент, когда он идет именно в тот сектор, который вы ставите. А на практических занятиях мы как раз этим и занимаемся, чтобы научиться видеть скорости и определять, где остановится шарик еще в момент его вращения. Но бывает так, попался такой дилер, шариком скачет непонятно как, что шарик может отскочить в зоне 6, допустим, даже до номера 32. И получается, что одним номером вы не достаете. У вас номер 15-то сыграл, сосед 4, а 32 уже он не достает. Или же это будет, допустим, упал в номере 23. И ваш сосед 11 уже не достает. Поэтому я предлагаю вам присмотреться еще к одной ставке. Эту ставку я назвал ставка в полколеса. Сейчас я это уберу. Посмотрите фото. Итак, ставка полколеса, она также привязана к 8 зонам. Вот смотрите, зона 6, 25, 27, 8, 15. Давайте поставлю. То есть вы также ставите точечную ставку, чем хорошо запоминается, и края 8, 15. Это надо выучить, это легко запоминается. Давайте продублирую еще на колесе. И уже ваш сосед 8 достает до номера 23.
Да, вы поставили чуть-чуть побольше, 4 соседа, выигрываете чуть-чуть поменьше, но лучше выиграть чуть-чуть поменьше, чем проиграть ставку все, как, допустим, поставив 3 соседа или точную ставку. А вот в поле при ставке в полколеса, здесь, я думаю, за счет того, что вы и так достаточно много закрываете, 19 номеров, полколеса, вы выбираете какой-то сектор, не обязательно привязываться по принципу, допустим, поставили 6, 17, 34, как бы, простите, ключевой вариант. И, допустим, пошли 2, 21, 25. И пошли еще дальше, туда, ближе к 0, 4, 15, 19. И в данном случае, если вы угадали, что именно в этом районе остановится шарик, а не в зоне 11, ближе к номеру 11, а на практических занятиях мы как раз этим и занимаемся, чтобы понять, где более точно он остановится. Поэтому продолжайте смотреть практические занятия. В данном случае будет очень-очень хороший выигрыш. Но есть еще интересный вариант ставки. Сейчас я вам расскажу. Допустим, во время игры на этом двигателе вы обратили внимание, что он играет как-то интересно. Там 3 черных, 3 красных цвета. То есть у него поставлен бросок на цвет. И поэтому вы можете как бы поставить не точную ставку, не 3 соседа, а именно поставить в цвет. Что я имею в виду? Допустим, вы после 9 частенько бывает, допустим, переверты 6. То есть черные маленькие. Он может упасть в 6, в 17, там, после в 13, в двойку. Он никогда не упадет в красный цвет, потому что технически это есть такой интересный фокус на рулетке. Это только за счет мастерства дилера может произойти. Итак, вы решили, что на этом броске шарик идет в черный цвет в зоне 6. Это будут маленькие номера. Вы ставите по треку сначала сосед 6, 2 туда и 2 туда, но именно по черным маленьким. И в поле также уже большими, не по 5 $, по 25 или по 50, либо по 100, в зависимости от вашего финансов, вы ставите также маленькие номера, то есть дублируете уже только в поле. Также эти 5 соседей. И если шарик действительно остановился в номере 6, у вас, представьте, какая-то будет выплата тройная. Да еще и в поле вы поставили. Даже если шарик перекатился, допустим, в красный цвет, большие красные именно в этом секторе, у вас все равно будет плюсовая ставка, потому что будет удвоение. Везде здесь будет удвоение. Да, не сыграла и в поле, но тем не менее это все равно будет выигрышная ставка. Или же наоборот, вы понимаете, что будет красный цвет, красный большой цвет в зоне 6, то вы ставите по красным большим номерам. Таким образом. Ставите сначала 34 как основной, затем 2 справа, 2 слева. 25, 21 и 27, 36. А в поле также ставите по большим красным номерам. И если шарик действительно остановился в красных больших номерах, допустим, в номере 34, здесь у вас утроение, да еще и непосредственно и в поле. Представляете, какой будет выигрыш? И опять же, если шарик перекатился в черный цвет, ну так получилось, у вас все равно будет выигрышная ставка. Вот о чем бы я хотел вам донести относительно зоны 6. А сейчас давайте поиграем зону 6, перейдем на другой стол.